Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии обсуждают неожиданную сторону искусственного интеллекта. Эксперты по рынку труда заявляют, что искусственный интеллект не заменяет рабочих профессий, а наоборот подчеркивает их дефицит. Канцлер Германии Фридрих Мерц называет ситуацию риском для экономики. Одновременно в Нижней Саксонии начинается забастовка государственных служащих. Профсоюз Верди выводит людей на протест из-за зарплаты и перегрузки. Уже сегодня это отражается на работе ведомств и социальных служб. И это еще не все. В Саксонии-Анхальт премьер-министр Райнер Хазелов неожиданно объявил о досрочном уходе. Внутри ХДС Христианско-демократического союза возник конфликт перед выборами 2026 года. И в Берлине внимательно следят за последствиями для курса правительства Фридриха Мерца. А дальше на уровне Европейского Союза обсуждаются последние действия Соединенных Штатов Америки в Венесуэле. В Брюсселе опасаются новых кризисов за пределами Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельной линии безопасности ЕС. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, пока одни боятся, что искусственный интеллект отнимет у людей работу, эксперты в Германии говорят прямо, что в ручных профессиях машины бессильны. Речь идет о сантехниках, электриках, строителях, автомеханиках и других ремесленниках. Пример простой. Искусственный интеллект может рассчитать, например, проект дома или составить смету. Но когда на стройке внезапно трескается труба, не подходит старая проводка или стена, например, ведет из-за старого фундамента, решением принимает человек на месте, а не программа. Эксперт по рынку труда подчеркивает, что такие ситуации невозможно заранее запрограммировать. Именно поэтому искусственный интеллект не может заменить ремесленников, а лишь частично помогает им. Машина не чувствует материал руками, не видит скрытые дефекты и не берет на себя ответственность за результат. В итоге за ошибку отвечает не алгоритм, а именно мастер. На этом фоне в Германии проблема даже противоположна. В стране, наоборот, остро сегодня не хватает рабочих рук в строительстве, ремонте и техническом обслуживании. Тысячи вакансий остаются незакрытыми месяцами. Молодежь уходит в офисы и цифровые профессии, как вы знаете, а без мастеров экономика начинает просто буксовать. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже называл это стратегическим риском, по его словам, без сильного профессионального образования и поддержки рабочих профессий Германия не сможет сохранить промышленную основу и уровень жизни. Он подчеркивает, что цифровизация не отменяет людей, которые создают и обслуживают инфраструктуру страны. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также признает, что ставка только на искусственный интеллект – это ошибка. По ее словам, Европе нужны не только технологии, но и специалисты, которые работают руками и обеспечивают функционирование городов, заводов и жилья. Вывод эксперта простой и жесткий. Искусственный интеллект не уничтожает ремесленные профессии, а он лишь подчеркивает их ценность. И в ближайшие годы именно те, кто из вас умеет работать руками, будут одним из самых востребованных и защищенных на рынке труда. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В Нижней Саксонии назревает серьезная напряженная ситуация на рынке труда. Профсоюз Верди объявил о предупредительной забастовке и призвал десятки тысяч государственных служащих выйти на работу с протестом. Причина проста. Сотрудники социальных служб, управления и других государственных ведомств недовольны своими низкими зарплатами, перегрузкой на работе и отсутствием реального прогресса в переговорах с работодателями. По оценке профсоюза, реальные доходы госслужащих за последние годы фактически не выросли, хотя нагрузка и стоимость жизни постоянно, вы знаете, увеличивается. Верди требует повышения заработной платы на конкретные проценты и фиксированные суммы, а также улучшения условий труда, особенно там, где нехватка кадров стала хронической. Например, в социальных службах очереди на оформление пособий и поддержки уже выросли, но гражданам приходится ждать по несколько недель, и сотрудники попросту не успевают справляться. В ответ работодатели считают требования нереалистичными и указывают на ограниченный бюджет земель. Они говорят, что чрезмерный рост зарплат приведет к сокращению рабочих мест или, наоборот, урезанию социальных программ, которые и так испытывают финансовый прессинг. Это создает прямой конфликт, то есть, с одной стороны, это люди, которые стоят у первых линий, скажем так, государственных услуг и видят, как растут очереди и нагрузка. С другой же стороны, это чиновники и политики, которые опасаются, что повышение зарплат приведет к скачку роста в бюджетах.
Последствия забастовки уже видны. В среду утром в ряде городов закрылись административные окна, вынуждены были отменить часть приемов граждан, замедлилась работа структур, от которых зависели выплаты социального обеспечения и выдачи документов. Канцлер Германии Фридрих Мерц пока официально не комментировал забастовку, но правительство в целом призвало к мирному урегулированию и продолжению переговоров. В Берлине признают, что бюджетные ограничения действительно существуют, но также понимают опасения работников. Профсоюз Верди заявляет, что если ответных предложений по зарплатам и условиям труда не будет в ближайшие дни, масштаб протеста может расшириться и затронуть другие земли Германии. Это уже не локальный какой-то конфликт, а сигнал всей государственной системы о том, что напряжение на рынке труда выходит на новую фазу. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В федеральной земле Саксонии-Анхальт происходит политический раскол. Действующий премьер-министр Райнер Хазелов объявил о своем намерении досрочно уйти с поста на фоне широких споров внутри же его Христианско-демократического союза и перед выборами 2026 года. Хазелов, напомню, это один из самых известных и долго работающих премьер-министров Германии. Он возглавлял Саксонию-Анхальт еще с 2011 года и неоднократно демонстрировал способность держать коалиции даже в политически сложные времена. Но сейчас он признает, что его собственная партия испытывает напряжение, то есть внутри Союза появляются критики, которые обвиняют руководство в отсутствии четкой стратегии перед выборами. Конфликт обострился на фоне предстоящих выборов в Ландтаг в 2026 году. В партии растут разногласия о том, кем идти на выборы и какую линию политики отстаивать. То есть продолжать центристскую стратегию Хазелофа или сдвигаться в более жесткие позиции, чтобы привлечь избирателей на фоне конкуренции с более правыми партиями. Сам Хазелов считает, что новому поколению лидера предстоит вывести партию к успеху на выборах. Именно поэтому он готов передать пост, скажем так, свежим силам раньше времени. Это не отставка под давлением, а попытка перезапустить партию и улучшить ее избирательные шансы. Сам Хазелов заявил, что решение продиктовано заботой о будущем партии и стабильности всего региона. Его уход может стать серьезным испытанием для союза ХДС-ХСС, и многие аналитики отмечают, что партия рискует потерять, кстати, часть традиционных избирателей, если внутренние разногласия перерастут в открытую войну за позиции и портфели. Канцлер Германии Фридрих Мерц не так давно говорил о важности стабильных земельных правительств, но прямо ситуацию пока не прокомментировал. Тем не менее, политологи считают, что в Берлине внимательно следят за этим процессом, потому что результаты выборов в Саксонии-Анхальт станут важным индикатором настроения электората перед следующими федеральными выборами. А дальше еще есть важная новость. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после недавних жестких внешнеполитических шагов в отношении Венесуэлы продолжает усиливать риторику в адрес других государств. И аналитики обсуждают, что следующим направлением давления Соединенных Штатов Америки может стать регион, где Вашингтон видит собственные стратегические интересы. Это прогноз особенно важен на фоне усложнения международной обстановки. Ситуация, вы знаете, вокруг Венесуэлы стала не только беспрецедентным внешнеполитическим эпизодом, но и сигналом остальному миру, что Вашингтон готов к активным действиям за пределами своих границ, когда считает это отвечающим своим интересам. Именно это теперь вызывает обеспокоенность у многих наблюдателей. Эксперты указывают на несколько регионов, где в ближайшее время возможно усиление международной напряженности. На первом месте это Карибский бассейн и соседние регионы, где Соединенные Штаты Америки давно следуют своей политике влияния и где сохраняются напряженные отношения с некоторыми правительствами. Усиление политического и экономического давления в этих регионах может привести к новым шагам со стороны США, если Вашингтон решит действовать так же активно, как в ситуации с Венесуэлой. Критики политики Трампа видят в этом ужесточение внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки, который может косвенно затронуть и европейские страны. К подобному развитию событий они относятся, кстати, с осторожностью. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц уже предупреждал, что активные внешнеполитические действия за рубежом требуют ясной международной координации, иначе это может подорвать региональную стабильность и привести к дополнительному миграционному давлению. Председатель же Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе подчеркивает, что Европа должна усилить собственный механизм безопасности и дипломатию, чтобы сохранить самостоятельность в принятии решений и не нести последствия внешнеполитических шагов других государств.
На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.